Привет, с вами Алена. У меня тут страшно убитые ногти, и знаете что? Это руки моей мамы. Да-да, вот до такого состояния довела то ли я, то ли она. Но на самом деле просто она была 2 месяца на море. Это видео у меня было как-то отложено для публикации. Вот наконец до него дошли руки, и я решила его вам показать. Ну, на самом деле тут ничего прям такого сверхъестественного не произошло. Не мудрено, что за 2 месяца все ногти, кроме, кстати, одного вот этого, просто уже отвалились. Да и последний уже держался, честно говоря, на честном слове. Прям масло масляное. Но на самом деле там была только одна сплошная отслойка и ничего хорошего. Странно, что она вообще его донесла. Но у нас есть еще семейная особенность. У меня, у мамы, у моей сестренки у нас жутко проблемные ногти, потому что много чего с них отслаивается, мало что держится. Всегда тонкая, сухая, налипшая кутикула. Если регулярно не делать маникюр, это будет выглядеть вот так. И тут это просто проклятие. Очень тяжело работать с этой кожей. Это выглядит как работа по минному полю. Поэтому я решила воспользоваться беспроигрышным вариантом. Это так называемая вечная апельсиновая палочка, она же по-умному называется стилус. Ссылку, как всегда, оставлю. Это такая прикольная штука, которой можно отодвинуть кутикулу, и в отличие от апельсинки, она посередине работы у вас не сомнется и не затупится, и точно будет подцеплять кожу, потому что в данной ситуации нужна прям максимальная точность. После того, как мы с грехом пополам что-то подняли, что-то отодвинули, у нас появилась достаточно большая бахромушка. И вот эту бахромушку надо обязательно срезать. По ней ни в коем случае не нужно работать, потому что под нее заглянуть не получится. Она будет мешать, и в попытках натянуть кожу может пойти что-нибудь не так, либо вообще можно банально промахнуться фрезой. Я снова показываю модель кусачек. Я надеюсь, что кто-то это видит и запоминает. Я оставляю всегда ссылки под видео, но вы продолжаете писать мне вопросы, а что, а где, а как. Еще раз довожу до сведения, что я всегда оставляю ссылочки на материалы и особенно инструменты, которыми работаю. В общем, после того, как мы срезали все, что только можно было срезать, мы снова проверяем себя либо пушером, либо стилусом, либо апельсинкой. Дальше нам необходимо будет подготовить поверхность, так как ногти достаточно сильно отросли и практически до половины у нас нетронутая ногтевая пластина, соответственно, нам нужно сделать ее матовой, нужно снять глянец, и для этого я буду использовать баф, который я приклеила с другой стороны пилки, немножечко бафлю поверхность без фанатизма, дальше опиливаем форму, как форму, то, что опиливается, то и опиливаем, там особо не разгонишься, мы не стали придавать значение какой-то идеальной симметричной форме, потому что все было где-то оторвано, где-то отломано, и ловить было особо нечего. Поэтому мы сделаем такой дизайн, на котором просто не видно будет, какой формы у нас ногти. Это такой небольшой лайфхак. Кроме того, в планах было сделать покрытие, которое мама будет носить не больше 10 дней. Но, забегая вперед, хочу сказать, на дворе сентябрь, и она проносила эти ногти ровно месяц. И потом пришла, переделала, и, кстати говоря, все держалось. Поэтому сегодня покажу еще базу, которую я предпочитаю использовать на такие тонкие убитые ногти, чтобы не навредить им еще больше. Вот эти полосочки и расслоения на кончике ногтей, это и есть расслоение ногтевой пластины. Там полностью сорван верхний слой, поэтому держаться будет не очень хорошо, и всегда есть вероятность ожога, поэтому тонкий слой базы наносить не стоит, да и вообще базу нужно взять самую щадящую, поэтому я выбрала вот такую от Ника Нагель. Это у них есть такая серия, она считается гипоаллергенной и называется Аврора. База достаточно жидкая, быстро и просто выравнивается, я ее часто использую либо на аллергиках, либо на каких-то вот таких проблемных ногтях, потому что она эластичная и очень хорошо стоит. И главное, она совсем не печет в лампе, и наношу я ее только тонким слоем с самым легким выравниванием. Тут, в общем-то, выравнивать особо нечего, от ногтей почти ничего не осталось. Ну и дальше дизайн, который делается ровно 2 секундочки, а настроение он поднял нам на целый месяц. И самое классное, что когда делаешь такой дизайн, совершенно не видно, ровно ты подпилил ногти или нет. А нам, как я уже выше сказала, пилить было особо не с чего. И смысл этого дизайна заключается в том, что я взяла
натуральную кисть, ту, которую обычно используют для акварели. Это, колонок вроде бы называется, да, от Рублев. Главное, что она хорошо набирает краску и оставляет такие мазки. Ну и дальше я просто мазала всеми цветами, которые вы видите. Это бежевый, желтый и коралловый. Просушивала. И на липкость решила добавить немного поталия. Это было спонтанное решение, но я думаю, что мы не прогадали. Все получилось очень красиво. И дальше нам просто остается дополнить наш дизайн топом, немножечко подвыровнять, если есть на то необходимость. И, в общем-то, маникюр готов. Ну и, конечно, в самом конце не забываем подпилить свободный край. Меня очень часто спрашивают, будет ли после этого носиться маникюр, и я отвечаю да. И именно после этого будет носиться маникюр, потому что очень важно подпилить правильно, не перпендикулярно к ногтю, а заводя пилку чуть под ноготь, и тогда у вас будет эффект именно запаивания ногтей. Вот когда раньше все закрашивали базой, топом и цветом, сейчас это правильно подпиливают. В общем, посмотрите, какие у нас чудесные малыши получились. Неважно, что короткие, зато очень классные, жизнерадостные. У нас была прекрасная осенняя пора очей очарования. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Берегите себя и свои ногти. А с вами была Алена. Пока-пока.